Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на новой YouTube-передаче, которую мы решили назвать «Между народами». Потому что она будет касаться международной политики, всего, что окружает нас. С нами сегодня в студии экс-депутат эстонского парламента, историк, политический обозреватель Арне Ведла. И Борис Ковальский, журналист и театральный постановщик. Мы будем разговаривать на несколько животрепещущих тем, которые касаются итогов уходящего года. Совсем скоро наступит 2024 год. Вообще трудно себе представить, что до 2030-го сейчас гораздо ближе, чем до 2000-го. Когда-то люди отсчитывали свою жизнь, а вот сколько нам будет в 2000 году. Сейчас это уже практически четвертьвековая давность. И вот уходит 2023 год. Горячих точек на карте все больше, надежд на хорошее будущее все меньше, но все-таки хотелось бы найти хоть какой-то лучик света в этом темном царстве, обсудить, какие нас ожидают перспективы в следующем году, ну и пожелать нашим зрителям всего самого лучшего в году наступающем. Итак, к темам выпуска. Год уходящий Украина полностью провела в войне. Скорее всего, это был сложнейший год в новейшей украинской истории, во многом более тяжелый, чем предыдущий. В 2022-м весь мир ахнул от ужаса вероломного нападения России, приготовился оплакивать несчастную жертву, но случилось чудо. Украина отважно отбила атаки и показала всему миру беспрецедентный пример мужества во главе с президентом Зеленским. И тогда цивилизованный мир в Украину влюбился до беспамятства. Украина выстояла хоть и с территориальными потерями, но сохранилась как государство, не потеряла управляемость, а это уже большой успех при таком неравенстве сил. Но месяцы шли, и наступила самая тяжелая из фаз военного времени – рутинизация войны. За весь 2023 год не произошло ни одного крупного прорыва фронта, никаких существенных перемещений флажков на карте. Бои за малоизвестные населенные пункты при протяженности фронта в 1500 километров – это еще и верденизация войны. На фоне отсутствия ярких и убедительных побед начала колебаться и международная поддержка. Все чаще заговорили о переговорах европейские бюрократы, которым украинские новости портят утренний кофе. Все это стало негативно отражаться на внутренней повестке. Украине на редкость повезло с обществом при крайне незрелых государственных институтах. После того, как героическими силами ВСУ опасность от столицы была отведена еще в прошлом году, чиновничий аппарат отошел от стресса и принялся за любимые дела – перекладывать плитку и золотить купола. В мирное время можно было смеяться над взаимосвязью новой плитки на Крещатике и внезапно выросшим особняком в Кончезаспе. Но в военное время подобные схемы выглядят совсем бесстыдством, так же как свадьбы чиновников класса люкс и элитные вечеринки батальона «Монако». И все это попадает в европейскую прессу, на глаза немецких и французских налогоплательщиков. Но Украина – демократия с сильным потенциалом к развитию и самоорганизации, поэтому имеет все шансы справиться с вызовами времени и построить сильное демократическое государство. Ну вот, собственно говоря, некоторые промежуточные итоги военной кампании за 2023 год. Мне бы хотелось в связи с этим задать вопрос Арне. Какие у вас есть размышления по поводу того, как Украина справляется с вызовами, которые были ей брошены в уходящем году? К сожалению, это все старые вызовы. Вся эта деятельность Путина началась с 2014 года. И захват Крыма, и то, что он попытался тогда захватить сразу и Донбасс, и Луганский, может быть, еще больше. Ну, там и Одесса заявлялась тоже. Так что это все очень уже старые, казалось бы, события, просто они обострились в 2019 году, когда президентом стал Зеленский. Я всегда честно говорил, что это был плохой выбор, потому что, к сожалению, господин Зеленский не был политиком. У него не было никакого опыта, ни государственного руководства, и политического опыта у него тоже никакого не было, и окружали его очень странные люди. Это русскоязычные советские люди,
которые были связаны с Януковичем и всеми этими как бы вот такими деятелями. Была большая проблема, что сколько новая администрация вообще адекватна. Жизнь показала, что она неадекватна. Цель была как бы у этих людей очень простая. Они хотели дружить с Путиным. Они хотели решить проблемы с Путиным. Но как бы трудно поверить в эту наивность, конечно. Поэтому, когда Зеленский прямо перед тем, как 22 года начались эти страшные события, говорил о том, что это Запад хочет нас поссорить с Путиным. Это не была случайная фраза от Зеленского. Это не было отчаяние. Байден нас пугает, поедем на шашлыки, вот да, это все. Это просто его нутро советского русскоязычного человека. Конечно, он был в шоке от того, что случилось. Потому что там еще была такая вещь, известный такой российский дипломат Чижов, который сидел в Брюсселе. Он министр Российской Федерации, одновременно представитель России при НАТО и Европейском Союзе. И тот абсолютно серьезно стал говорить, а сейчас мы этого Зеленского берем, тащим как бы в Москву и будем судить как бандеровца-фашиста, понимаешь? Я думаю, что Зеленский просто... Он человек, который так долго жил в Москве, там гулял по этим всем российским телеканалам, друг всех и вся там в Москве, как бы вот такая вот как бы свинская Я отношение. же ваш, ребята, да. Да, свинское отношение. После этого, конечно, реализма стало больше. И началась, конечно, тяжелая пора как бы войны и лишения, конечно. А вот если посмотреть на это дело с точки зрения европейского обывателя. Вот начало 22 года, вот после вторжения и где-то, ну, наверное, до конца лета была абсолютная вот эта зеленомания. Я таких аплодисментов не видел со времен концертов Битлз просто. Вот. Это все аплодисменты. Фестиваль Гластенберри, награждение Грэмми, Оскар, все парламенты. То есть свет софитов, аплодисменты и чепчики в воздух. Это вскружило голову господину Зеленскому? Он же актер, как бы, он не хочет всего этого, и пиарщики ему это все дали. И это было самое меньшее, что можно было Украине дать. Как ты понимаешь? Ну, конечно. То есть то, что звезды стали одевать на лацкан пиджака украинские флаги, да, подсвеченные там Эйфелевой башней собора Святого Петра в украинские флаги, это все такая медийная акция. Да. А нужно было деньги дать, нужно было оружие дать, а оружие не дали. Люди забывают, что как бы, оружие не дали. Как бы, пришлось года бороться, чтобы это оружие дали. Хотя бы какое-то. Как бы. Но как бы, не суть важно, конечно. Важно было просто то, что как бы, вот, Украина оказалась в такой ситуации, что назначенные Владимиром Зеленским генералы сбежали к Путину. И отдали, конечно, без боев как бы, территорию. Как бы, ну, имеется в виду Херсон, да, и часть это все Донецка. случилось. Как бы. Конечно, если были бы как бы, адекватные люди, они никогда бы такого не допустили бы. Они бы не назначили таких странных людей на самые важные посты. Вот война началась, и все стало как бы в норму, мы не можем тоже сказать. Потому что, к сожалению, ну, что касается, скажем, умения вести дипломатию, внешнюю политику, здесь тоже все оказалось как бы не так. Все удивились как бы странным выходкам каких-то там украинских дипломатов. Если начальный период, там, как бы первая половина 2022 года, это было возможно, потому что была очень сложная ситуация. Они не хотели они помогать нормально Украине, надо было атаковать. Но потом это уже было совсем не нужно. Но тем не менее это было сделано, и Зеленский как бы напортачил сильно, конечно, отношения многими руководителями западных стран ухудшились, конечно. И сейчас мы видим, как бы, что Украина за это платит, конечно. Мне просто показалось странным, и вот даже сейчас начинаешь как-то отматывать ретроспективно все вот эти сказанные слова с высоких трибун, когда подаются какие-то речи чуть ли не от имени второго Черчилля, когда декларируется там антипутинская коалиция в лице западных стран, когда очередное заседание в Рамштайне позиционируется чуть ли не как Тегеранская конференция, но при этом при всем только Украина и Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. При этом при всем везде сидят послы, идет торговля, и этот режим по-прежнему считается легитимным. То есть
когда заявляется некая ось зла, но при этом с ней продолжаются такие нормальные, хоть и напряженные, но нормальные отношения, нету ли здесь обмана ожиданий, вот особенно у украинского зрителя, который все это видит? Да, вот именно, что хорошо было бы, но я понимаю, почему там в Украине занимаются пропагандой. Население, конечно, боится. Конечно, огромные жертвы, разрушения. Но как ты консолидируешь общество? Но пропаганда один из методов. Мы понимаем это, конечно. Но здесь не надо никогда перебарщивать вещи. Надо, чтобы люди жили все-таки в реальностях. То есть вот эти завышенные ожидания. Да, чтобы мы понимали, что мир очень сложный, штука. Здесь у государств собственные какие-то интересы у каждого. И они все это делают. И они каких-то вопросах вы даже чувствуете, что они предают вас, да? На самом деле, просто они реализуют свои госинтересы. И очень сложно, но просто невыносимо. И, конечно же, Путин, когда все это безумие начал, он это имел в виду, что все пройдет, никто не будет Украине помогать, ничего не случится, у всех какие-то свои интересы, и все у меня получается там, я делаю Украине, что хочу. Вот, конечно, то, что это не получилось, это, конечно, огромная заслуга украинского народа. Конечно, наконец-то там все-таки мы не можем сказать, что вот украинское руководство ничего не сделало. Конечно, в ходе войны он много и сделал, хорошо. И, конечно, слава богу, что оказалось, да, Украине оказалось в Европе союзники. Нет, это, кстати, очень важный момент, то, что вот было даже в видео, что в Украине довольно сильное общество при все еще незрелых и очень советских институтах государственного управления. Потому что, по моему даже глубокому убеждению, в Украине современной, там, начиная с 91-го и даже там, до 22-го года, в большей степени было преемственности от УССР, чем от УНР, от которой бы хотелось. Потому что есть управление культуры по-советски работающее, управление образования по-советски работающее. Человек по-советски служил в армии, по-советски приходил в милицию, и вообще там и субсидирование. Все это было наследием вот тех еще советских институтов, которые были в УССР. То есть, когда, допустим, против чего-то протестует, там, например, против музея Булгакова протестует Советский союз писателей, то есть этот Украинский союз писателей, как против советского наследия. А союз писателей Украины — это не советское наследие, разве? Это точно такой же советский институт, где ты мог получить вот карточку о том, что ты писатель. Да. Ну вот. И то же самое с этими, со званиями народных. Нету никакого народного артиста Британии Лоуренса Оливье. Да? Ну, это все еще советские рудименты. Но при этом вдруг неожиданно появились яркие волонтеры, которые покрывали собой своими сборами огромные пробрешины в таких важных вещах, как носки, теплаки, карематы, какие-то вот мелкие вещи. Потому что вот в этой большой военной машине это просто просеивалось через вот это сито. А вот и эти волонтеры действительно очень яркие. И это не это низовая инициатива абсолютно. То есть это не государственная разнарядка сверху спущенная. Но при этом, при всем, развитие именно государственных институтов часто не поспевает за обществом. Вот это одна из важных проблем Украины, что она просто не поспевает. Но хотя бы не мешало, уже на этом спасибо. Да, ну, в общем-то, люди, которые были в Украине, общаются там людьми, они же прекрасно понимали, что у Украины было больше свободы, чем Российской Федерации. Ну, конечно. Видишь, даже этот Ельцин там все-таки всеми своими ФСБ там курировал и мешал всем вещам. А Украина была довольно свободна все. Поэтому люди довольно свободны в своих мыслях. Другое дело, что государство было коррумпировано. Именно правильно говоришь, что не строили этого государства как надо. Но что стоило только один вещь, чтобы люди поняли, какая там была обстановка. Министром обороны Украины был зять Совковца. Это первый вице-премьер Российской Федерации. Он даже какое-то время был преемником Ельцина, там играл преемник. А его зять был министром обороны. А что он сделал? Да он все вооружение украинской армии продал. Да. И вот откуда вот эта ситуация, что там вооруженных сил Украины даже оружия не было. Но сделали такое дело, да? Вот где были проблемы. А что касается людей,
была все-таки довольно большая свобода мысли, и это сыграло роль. И в этих Майданах, конечно, играл роль, и нынешней ситуации, что все-таки, несмотря на это советское прошлое, они все-таки не такие, чтобы они не могут брать что-то новое. Они могут брать что-то новое, как бы, и осмыслить это, и как бы идти дальше, скажем так. И это и есть как бы большой плюс Украины. Надеемся, что даже война не может уничтожить нет, это. Нет. Надеемся, что вот эти новые планы, которые теперь есть, приглашение Европейский Союз, как бы, что будем это делать, понимаешь, как бы совместно, конечно. Там, надеемся, что, может быть, через год уже будет приглашение в НАТО. Но это все надо делать. Это как бы никто ничего не дает. Конечно, да, видите, как там политика, там всякие Орбаны бегают и так далее. Невозможно не сказать. То есть в любом случае, даже с учетом коррупции, иногда у меня вот складывалось ощущение, что вот коррупционерам самого низкого до самого высокого ранга вообще не особо хотелось бы даже быть в этом Евросоюзе, потому что чтобы твой достаток уменьшился в несколько раз. У меня знакомые ехали как-то по Италии и рассказывали, вот видите, вот этот особняк. Это дом мэра Ильичевска. Где это? И это только потом надо вспоминать, что это сейчас город Черноморск. Никаких аналогий с «Золотым теленком» и Остапом Бендером, просто Черноморск. И там портовый терминал. И даже если даже вот такой небольшой город может позволить себе мэра, который является вилловладельцем где-то на берегу Адриатики, я, кстати, не помню, это еще при Януковиче было. Но то значит, а представьте себе, что с большими субъектами, так сказать, городского подчинения. Но, видишь, здесь, чтобы мы как бы не путали. Одно дело, что мы должны бороться с коррупцией, и, конечно, Америка занимается этим, там, они же дают огромные деньги, они волнуются, конечно, по поводу этой коррупции в Украине, и они тоже как бы борются с этим, и Европейский Союз должен бороться и так далее. Но здесь как бы мы должны понять, что есть нарратив, конечно, Путина, что а что ты там вообще волнуетесь по поводу Украины? Она же такая коррумпированная, не надо за него бороться. Ну да, то есть это надо разделять. Но вот мы будем бороться за свободу Украины. Да, то есть мы знаем все эти проблемы. Котлеты отдельно, мухи отдельно все-таки в этой ситуации. Ермак там говорит, что как бы, никакой коррупции нету, там, я с Зеленским не коррупционер. Но верим тебя, Ермак, верим, конечно, но здесь мы как бы очень четко как бы знаем, что есть коррупционеры. Хотим говорить, что мы полностью но на все равно Украины. будем бороться за свободу Украины. Как бы не будем уступить ничего в этом вопросе. Нет, вот это где однозначно. самая важная как бы вещь. Конечно, нет, это очень важно проговорить, что нельзя никакими вот этими предлогами, да, она коррумпированная, такая же, как вот мы, то, как Путин говорит, это не может быть ни малейшим оправданием для того, что натворила российская власть, российская армия, и, к сожалению, в большей степени поддерживаемое это все общество, то, что они натворили в Украине за последние 10 лет. И здесь надо сказать только одну фразу еще, что, конечно, мы от, как бы, воспоминания господина Илларионова, который был советником Путина, просто знаем это, как долго продолжается этот украинский проект Владимира Путина. А что это значит? Это значит того, что была сделана огромная работа, в том числе для того, чтобы коррумпировать Украину. Конечно же, участвовали там всякие Абрамовичи, его подельники, Голомойские, которые там в Украине действовали. Это было тоже действие. Весь донецкий клан, я так понимаю. Да, это было действие, это не случайно случилось, как бы, это все вещь, как бы. Ограбили, конечно, Украину, это все эти деятели еще уже тогда, конечно. Так что здесь мы должны быть как бы честными в этом как бы вопросе, что как бы многое, что сейчас как бы Украине плохо, это, конечно, было создано специально еще Путиным, чтобы Украина была слабая, можно было там побыстрее это получить. Это а вот времена до Путина, если так вкратце вспомнить, 94 год, Будапештский меморандум, который, ну, как подавали это потом в украинской прессе уже в 2014 году, давал некие гарантии безопасности Украине в случае нападения на нее, в случае угрозы ее территориальной целостности. И там были подписи экс-президента
Леонида Кучмы, который, собственно говоря, разрабатывал эти ракеты на Южмаше при президенте покойном Кравчуке. И там был Клинтон, там был Ельцин. То есть это оказалась Филькина грамота. Но я как бы скажу так, что я думаю все-таки, что Ельцин был абсолютно искренен. Вот он как бы не хотел, чтобы Украина была ядерным государством, да, как бы хотел, чтобы он имел влияние больше на Украину. Но все-таки у него же не было идеи напасть на Украину. У него были какие-то проблемы там по поводу Крыма. Старовойтова обещала ему Крым. Люди как бы эту Калину Старовойтову хотят как-то там переукрашить, скажем так. А на самом деле она была очень неприятная женщина, и в том числе там гонял Ельцину, там надеяться на то, что сейчас там везде там в национальных республиках будут там противостояния, и мы там что-то будем получать. В том числе, вот она вела эту линию, в том числе по Крыму. Но тем не менее, не было такого, что Ельцин там хотел напасть на Украину, или там что-то там сделать с этой Украиной. Она была вполне, думаю, там нормально, как бы, все эти вопросы как бы принимал. Другое дело Путин. Вот он немедленно послал туда архив Госдепартамент изучать бумаги. А что они на самом деле, эти американцы, думали об этом меморандуме? Но вот есть научная как бы работа этой женщины, которая там работала, вы можете его читать. Ну и оказалось, что в бумагах архива Госдепартамента черного-белому там Бейкер дает своим чиновникам приказ, что по меньшей гарантии как бы это в Украине, как бы там, ничего не надо им обещать, там, так сказать, так. Максимально размыто. Вот так. Конечно же, реальных гарантий Будапештский меморандум не мог дать и не дал. Потому что цель американской дипломатии была в другом. Они были уверены, что Ельцин демократ, угрозы со стороны России нету, отберем и как бы ядерное оружие, уран, Украине ничего не даем взамен, как бы ни копейки на самом деле. И как бы вот спокойно живем дальше. Почему это украинское руководство как бы пошла на это? Но уже и спросить не с кого. Ну, Кравчук умер, конечно, там Кучма, конечно, есть. Но вот как бы это безумие случилось. Как бы украинское руководство оказалось как бы слабым, она не бороло свои национальные интересы тогда. И я еще раз говорю, что ситуация, конечно, была трики в этом плане, что да, вряд ли там они боялись Ельцина. Но надо было бояться будущего, конечно. И вот это будущее в лице этого карлика Франкенштейна из Питера. Кто же о нем знал-то в 94-м году? Да, кроме узких кругов в Петербурге. Да. Но Белокуркова, я вижу, когда Ельцин был в 91-м году, еще во время Советского Союза в Питере, какой-то там заводе там гулял. Там был, да, конечно, Собчак, и был Путин, конечно. И Куркова сняла Путина как бы в 91 году. Крупным планом он делал так, чтобы было видно только его глаза. И что-то она как бы сняла как пророческие кадры, старого как бы знакомого, понимаешь, из КГБ, понимаешь. Но такое было, конечно, так сказать. Но получили мы, конечно, там и Россия, конечно, Украина на свою голову, конечно, как бы такого негодяя, что мама не горюй, конечно. Ой, об этом негодяе мы еще немножечко поговорим. Напоминаю, вы смотрите YouTube-передачу «Между народами». Ждем ваших комментариев и лайков вот здесь под видео. А мы переходим к следующей теме нашего выпуска. Дорогие зрители, мы хотим представить вашему вниманию экспертное мнение от Аркадия Мошеса, программного директора Финского института международных отношений, в интервью нашей журналистке Анне Зуевой. Можете ли вы пояснить, каким этот год выдался для Украины, для украинского народа? Украина не пала, выстояла, однако долгожданного контрнаступления не случилось. Почему и что Запад, какие решения он принимал, насколько эффективно он помогал Украине? Безусловно, то, что Украина в военном отношении выстояла, и, по крайней мере, начиная с момента, когда россиянами был захвачен Бахмут, больше ничего не уступило в стратегическом плане, это достижение. Ну и самое большое достижение, это, конечно, рекомендация Европейской комиссии, которая была принята ЕС уже в целом, начать переговоры о членстве в ЕС. Не просто, так сказать, продолжать видеть Украину в кандидатском статусе, но конкретно начать говорить о переговорах. Это, безусловно, достижение. Это достижение стратегического характера.
но они пока условные, потому что никакого автоматизма того, что дальше все будет так же на фронте и что дальше все будет так же в дипломатии, никто это гарантировать не может. То есть, почему? Потому что на другой стороне, так сказать, на другой страничке, безусловно, висит камнем провалившееся контрнаступление. И самое главное, что оно провалилось, оно и не могло победить. И было достаточно экспертов, которые до его начала говорили, что эта вещь заведомо обречена. И в силу понятной относительной слабости Украины относительно России. Поэтому начинать это контрнаступление было ошибкой. И это, в общем, могло только так и закончиться. То есть, когда вы начинаете принимать военные решения по политическим соображениям, шанс на выигрыш очень небольшой. И это трагедия, и это, собственно, главное, то, что заставляет сегодня с большой осторожностью пытаться предсказывать будущее, развитие дальнейшей всей этой войны и Украины как государства. Мы видим, что Запад застрял с важнейшими решениями как в финансовой плоскости и США, и Европа, так и, собственно, в плоскости логистической, потому что если в ближайшие 3-4 месяца европейская, прежде всего, военная промышленность не заработает в том темпе, который необходим для обеспечения Украины боеприпасами и вооружением, то очень трудно будет вообще понять, как и каким образом Украина собирается выигрывать эту войну, и как и каким образом Запад собирается в дальнейшем обеспечивать даже сохранение военных позиций Украины там, где они находятся сегодня. Еще одна важная вещь – это то, что Украина, к сожалению, начала очень так вот броско проигрывать информационную кампанию. Потому что если раньше украинцам приходилось бороться, так сказать, только с российской пропагандой, когда в чем-то ее зеркалить и в чем-то опровергать, то сегодня речь идет о том, что нужно опровергать уже то, что пишут западные СМИ. Это гораздо сложнее. Украинские, так сказать, аналитики, соответствующие, может быть, даже люди, которые занимаются распространением украинского нарратива, они упустили тот момент, когда нужно было от эйфорийных, ура-патриотических материалов переходить к более глубокому анализу того, что происходит на фронте, включая ошибки. Сегодня, как снежный ком, нарастает число публикаций, в особенности в англоязычной прессе, но не только, которые говорят, в общем, скорее о проблемах. И это должно было неизбежно случиться, потому что если сама Украина говорит только о победах, то обязательно найдется кто-то, кто будет говорить о проблемах. Мне кажется, что украинцы недооценили вот эту вещь. Они думали, что они имеют дело с российской пропагандой и с ней они справятся. Но этого не произошло. Ну и, соответственно, от этого оптимизма начали уставать и сами люди. И опять-таки это предсказывалось потихонечку. Потому что одна из причин, почему сегодня популярность военных, Залужного в частности, больше популярности президента Зеленского, на мой взгляд, как раз в этом и заключается, что военные готовы признавать проблемы и дискутировать, как эти проблемы решать, а от президентской администрации и, соответственно, так называемого телевизионного марафона продолжают исходить вот эти вот больше уже похожие на лозунги, нарративы, что все хорошо, и мы победим, и другой альтернативы нет. Это привело к возрождению в Украине, собственно, внутренней политики, дебатов, споров и так далее. Это очень хорошо, потому что Украина может быть Украиной только если она остается плюралистичной. Любая попытка загнать ее в рамки какого-то одного нарратива и одной политики, они опять-таки будут менять сущность политического механизма в этой стране, что может быть выгодно каким-то деятелям на какое-то время, но, безусловно, в целом для страны контрпродуктивно. В продолжении нашей темы мы уверены, что у арт-группировки «Жопа с усами», которая занимается экстремистскими, по мнению белорусских властей, мультфильмами, есть особое мнение по этому вопросу. Так давайте же сферим часы с жопой с усами. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес. Забери обратно. И оливье свое забери.
Не, ну а чё он? Каждый год какую-то фигню приносит. Сначала ковид притащил, потом войну в Украине. Теперь вот войну в Израиле. Поляки чудят на границе, американцы в Конгрессе. Что будет в следующем году, боюсь даже представить. К примеру, на выборах в США победит такой же, как вот это вот. А что ты радуешься, придурок? Ну и что вы друзья? Сталин с Гитлером тоже дружили. Я же говорю, такой же дебил, как и ты. Только с американскими авианосцами, подлодками, самолетами, ракетами и экономикой. Тут не стоит вопрос, будет он с тобой дружить или нет. Тут вопрос, замочит он тебя в сортире. Или, как у вас принято, замочит и обоссыт. В России за 5 лет может измениться все, а за 100 – ничего. Лишний раз убеждаемся, что Салтыков-Щедрин был не в бровь, а в глаз. 5 лет назад Россия была хозяйкой чемпионата мира по футболу, ее банковские карты могли оплачивать покупки в магазинах Токио и Антверпена, а 100 лет назад Россия военной силой собирала назад свою империю, но под большевистской звездой. В 2023 году предвыборное мероприятие по собиранию территорий назад в империю и отбрасыванию агрессивного блока НАТО на границе 1997 года уперлось в Авдеевку и Купенск. А ведь задумка была такая хорошая. На маленьких и победоносных войнах рейтинг набухает, как виноград к сентябрю. Хотя вроде бы действующему президенту не впервой идти к президентскому венцу. Невинность изображать просто нелепо, но ему хотелось внести какую-нибудь новизну для новой каденции, может вернуть титул императора всероссийского, царя польского, князя финляндского, но на деле получил титул князя полухерсонского и ордер на арест от Международного уголовного суда. Но никаких убедительных побед нет. Граница с НАТО увеличилась, Вагнер взбунтовался, цены на яйца идут в ногу с курсом вражеских валют. Вот с этим политическим капиталом четырежды президент России объявляет о своей попытке номер 5. И у него есть основания для веры в успех. Бюджетники проголосуют как миленькие, ЦИК посчитает как положено, все, кто против, посажены или уехали, все, кто за, улыбаются и машут. А народ? А что народ? Народ, как известно, безмолвствует, у него своих забот валом. То яйца подорожают, то отопление отключат. За этими хлопотами многое не увидишь. Тем более, что трубы прорываются регулярно, а прямая линия с Путиным только раз в году. Не до жиру, в общем. И выхода из этого замкнутого круга не видно. Надо отдать Путину должное, он смог найти тот самый зыбкий баланс между поголовным забреванием в рекруты и затыканием ртов деньгами, а для жителей нищей глубинки – деньгами невообразимыми. Экономика России не рухнула, санкции не работают так, как хотелось бы их авторам, ордер на арест там же, где права человека, в Гааге, а значит, война будет вечной. Как минимум, до окончания путинизма, который оказался подлее и коварнее, чем все думали. Итак, 2023 год уходит. Для России это второй год специальной военной операции, как они это называют, по взятию Киева за 3 дня. То, что задумывалось как нехитрая предвыборная агитация, действительно за 2-3 дня взять мать городов русских, как они говорят, установить контроль над бывшей союзной республикой и вообще показать всему миру Кузькину мать, новую мощь, величие, вот величие, 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 и утвердиться уже на троне как новому императору. И что-то в этом всем пошло не так. Так давайте же поговорим, с чем вообще может выйти на новые выборы Владимир Путин, ведь он же должен себя как-то переизобретать в 5-й раз. Это его попытка номер 5, но никакого нового Путина не предвидится, и об этом можно судить по прошедшей прямой линии, что это все та же старая мантра про какую-то стабильность, про какое-то благополучие, про оппонирование 90-м годам, которые были четверть века назад. То есть 90-е годы закончились четверть века назад. Его предшественники были в последний раз почти 25 лет назад. И он все время с ними борется и борется, борется и борется, никак побороть не может. Проклятые 90-е. Да, то есть ему надо дать еще немножко времени, чтобы наконец-то побороть. Как вы можете прокомментировать вот такую странную закономерность?
Ну, конечно же, на президентские выборы он, конечно, пойдет. Ну, он же заявил уже, да. Но если ты говоришь там, что как бы там вот эта самая стабильность и как бы ничего не происходит, то ошибаешься. В таком гадюшнике, как Кремль, Кремлевские башни, там обязательно что-то там все время происходит. И вот последние новости пришли из России. Это, конечно, абсолютно не случайно, это, конечно, сбросы, абсолютно как бы продуманные сбросы, что началась борьба за власть. Владимир Владимирович у нас больной человек, очень больной человек. Видишь, последний визит у него была Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, но люди не заметили, конечно, что он там побывал один день. Потому что больше он не может. Вот один день он может, а больше не может, просто здоровье не позволяет. Поэтому, конечно, как бы с ним все плохо. И вот как бы еще там ничего нету, предлагать людям ничего нету, надо выборы идти, как бы, а предлагать нечего. Значит, надо искать, кто виноват, кого надо увольнять. Первый человек на выход — Сергей Кириенко. То есть киндер-сюрприз, как его называли, когда его назначили премьер-министром, по-моему, пятым за 99-98 год, его тогда прозвали в Кремле киндер-сюрпризом, потому что он был самым молодым и самым неопытным. То есть после Черномырдина, после Степашина, я не помню их последовательность, но вот перед Путиным он как раз был. И вот он к Путину, так сказать, прицепился прицепом, его до сих пор везут вот на этой колясочке. То есть Кириенко у нас первый на вылет. Да, то есть ожидать его вылета из окна или просто отставка тихая, что вот будет? Это интересно, конечно. Видишь, обычно они падают с высоток головой вперед. Поэтому все как бы в ожидании. Да. Тут, кстати же, недавно произошла интересная штука. Один из каких-то ДНРовских чиновников вот буквально на днях запросил убежище в Голландии, попросившись в Международный уголовный суд. Значит, он сдался ему и как администратор Варенуха в «Мастере и Маргарите» попросил бронированную камеру и вооруженную охрану. Если поколение постарше помнит роман Булгакова «Мастера Маргариты». Вот. Потому что уж очень часто стали чиновники из ДНР пропадать, умирать, выпадать из окна, попадать в автомобильные катастрофы. То есть это все внутривидовая борьба в кремлевских кругах. Да. Но, как Путин сам говорит, они все-таки там в самолетах бросают друг друга гранаты, поэтому и самолеты падают, и люди погибают, как бы, понимаешь, и трупов невозможно как бы идентифицировать. А я тут Никто ни при не чем, видел да? трупа, понимаешь. А я ж тут ни при чем. То есть человек нагло врет про то, что он никак не имел отношения к финансированию ЧВК «Вагнера». Потом выясняется, что вообще из федерального бюджета миллиарды выделили. Миллиарды, Да. И ничего страшного. Да, и видишь, как бы западные спецслужбы как бы заметили, что труп не предъявили. Ни Пригожина, ни Уткина, как бы ничего не предъявили. Поэтому тоже как бы вопрос здесь остался с 2023 года вот, у нас. Вы заметили, вот вы человек, который хорошо знаете историю, все российские бунты начинались с чудом спасшегося царевича. Это у нас и Гришка Отрепьев, он же более известный как Лжедмитрий I, он же и Тушинский вор, как Лжедмитрий II, и Емельян Пугачев. Все это чудом спасшийся государь. И вот может ли здесь быть чудом спасшийся Пригожин, который прискачет вместе с условными поляками и литовцами брать Кремль? Да, тут, конечно, видишь, все известно. Выступили зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев и, конечно, проспался, да? И секретарь Совета Безопасности генерал армии Патрушев. Они все объяснили. Они объяснили, что все это там подстрекали западные спецслужбы. Ага. И вообще этот Пригожин агент западных спецслужб. Вот такие были заявления. Интересно. Как вам удивительно, конечно, это все как бы складывается у нас в голове, но если вы как бы имеете в виду, что человек работал за рубежом,
А это, как бы, советских времен, как бы, непростая вещь, как бы, Так, могли завербовать. А Владимир Путин? Да, ну как это же? ничего. А, ничего. это у него иммунитет. отдельно, это у него отдельно, иммунитет, это да? отдельно. Ну, А понятно. вот Пригожин там, работал в Африке. Значит, французы могли его завербовать. А еще хуже, он же у нас еврей, у нас же ортодоксный иудей. Я думал, Значит, Моссад, еще Моссад его тоже вербовал, понимаешь. То А есть- потом, видишь, в самолете он бросали друг друга гранатами и погибли. А чем еще можно заниматься в свободное время? Так надо все-таки понять, он у нас Жан Пригожан, получается, или кто он все-таки? Все-таки он у нас француз или он у нас израильтянин? Да, вот ждем, где он появляется. То ли в Тель-Авиве появляется, а может быть не в Тель-Авиве, как бы в Саранске. Черт его На знает. Рю-де-ля-Пе во Франции. Черт да. не знает этих людей, как бы, понимаешь. Не, Но это понятно, ужас. понятно одно, только то, что вот это, что как бы, это, конечно, как бы апофеоз всего путинского режима. Абсолютно серьезно. Люди, которые руководят этой страной, сам председатель Совета Безопасности России и секретарь этого Совета Безопасности абсолютно серьезно говорят, как бы, ну, это же как бы все западные спецслужбы. А он же давно уже был агентом, как бы. Как? Что, вы же его не арестовали? Что вы не арестовали? А почему лидеры думских фракций не позасовывали в известные места вот те кувалды подарочные? Да. То есть начали выпускать вот эти подарочные кувалды, дарить их друг другу. Да. Везде кувалды висят. Это вот в Нижнем Новгороде кувалда висела на И это заводе оказалось тоже провокация Моссада. Это кувалду Пригожину дал Моссад, чтобы он дискредитировал Россию. Ну вот как так получается сейчас? Как бы, Так ладно, хорошо. Ну а вы-то, ну вот и Владимир Путин у нас, его все же обманывают, да? Что ж ты ходишь весь такой обманутый? Ну ты ж закончил Ленинградскую школу КГБ. Ну что ж тебя разводят-то на каждом шагу просто как мальчика, а? Ну что делать, видишь, сбежал в Америку американский шпион из Москвы. Ага. Оказалось, что как бы, из ближайшего окружения Владимир Владимирович гулял там по кабинетам Путина, там все вынюхивал, понимаешь, все секреты передал американцам. А нас, как бы, гений контрразведки Владимир Путин, как бы, ничего не понял, как бы, и, как бы, ничего не сделал, понимаешь, позволял шпиону там, как бы, гулять и действовать. И вот и возникает, как бы, вопрос, а сколько же этих американских шпионов до сих пор работает в Кремле? И чем они всем там занимаются? Видите, но если мы видим, как бы, это уровень разрушения России, который организовал Владимир Владимирович, и что касается безопасности, что касается вооруженных сил, экономики, то вот и кажется, что там как бы какие-то вредители действуют все время. Вредители действуют, так сказать. Конечно, но видишь, то ли шпион, то ли сам Путин как бы такой вредитель. То ли шпион, то ли вредитель, как бы. Но он как бы все это делает. Он еще хочет президентом стать. А что? Почему? Как бы, чтобы дальше разрушать Россию, чтобы уничтожать Россию. Да, конечно же, вот такие вот планы у этого человека. Так что ждите, дорогие россияне, будет еще хуже, конечно. Это не конец, это только начало. Да. Тем более надо сказать, что если посмотреть вот даже по тому, как живет столица, как живут две столицы и большие миллионные города, то там не особо-то и заметно какие-то серьезные ухудшения. Ну вот сейчас вот этот скандал был с повышением цен на яйца, и там Путин отшучивался всегда в своей вульгарной манере на эту тему. Там, я спросил у Патрушева, этого младшего, как у вас с яйцами. Конечно же, послушный плебс. То есть, это, знаете, есть такая категория подчиненных, которые должны смеяться над шутками директора. Вот это тот случай был. И непонятно, он же наверняка даже понятия не имеет, а сколько они сегодня стоят вообще, эти яйца. То есть вообще, сколько стоит самая банальная продуктовая корзина для выживания в глубинке. Он же оторван от этой реальности, он уже четверть века не ходит по обычной земле своими ногами. Что он будет рассказывать, про какие яйца? Ну, видишь, он у нас социопат, он вообще не интересуется, что там другие люди живут или хотят. Это как бы вообще его характер. Сфера он интереса. ублажает себя, конечно. Да. Там давайте побольше мальчиков, там еще какие-то там как бы удовольствия. Вот это как бы его жизнь, понимаешь. Всегда была такая. При Питере как бы чиновники всегда как бы вспоминали, что а его и не было.
Вот ходил туда департамент, а Путина и нет. А где он? Он на Алиханте. У него был квартира, отдыхал в Испании, понимаешь. Все время. То он пьяница, то он Алиханте, понимаешь, а Питера и нету. И это типичный. И, конечно же, ну вот видишь, он отдыхает. А тут как бы пришло ему в голову. А давай я буду войну играть. Как бы и буду там, как Сталин, руководить там, понимаешь, куда там войска идут и что они делают. Это не шутка. Это Саакашвили говорил о том, что Путин ему говорил. Он встречался с этим как бы Саакашвили, он показывал Саакашвили, видишь, Батуми. Вот здесь, вот эта улица, мой агент сейчас идет туда и там делает это-то. И он ему это говорил. И вы удивляетесь, что он реально попытался руководить действиями вооруженных сил Российской Федерации в этой войне. Но он это сделал, и получилось, что получилось. Мы это знаем, какой это был результат. Ну, явно он замахивался совершенно на другие. Видишь, ему было интересно. Но не получилось. Ну, с кем не И бывает. оплатите вы, конечно, граждане Российской Федерации платят со все это глупости, платят, понимаешь. И будете еще платить. Вот пятый раз как бы будете платить, понимаешь. Тут неожиданно возникает непредсказуемая фигура на этом небосводе. Ну вот мне интересно, насколько она непредсказуемая. Я приблизительно ожидал, что у него будут абсолютно предсказуемые партнеры, вроде там Слуцкого, за неимением Жириновского. Ну, конечно же, Геннадий Зюганов, это вообще для него, наверное, дембельский аккорд будет. Кто-то там еще из партийных аппаратчиков, ну, допустим, Сергей Миронов. И тут вдруг появляется самовыдвиженец Екатерина Дунцова, которая выступает с явно антивоенной риторикой, с человеческой речью, не людоедской, не психопатской, и она на их фоне выглядит, молодая женщина, ей 40 лет нету еще. И что это такое? Может ли это быть каким-то проектом Кремля? И если это не проект Кремля, опасно ли это для Путина с электоральной точки зрения? Ну, во-первых, Владимир Владимирович у нас как бы воспитанник политической полиции. Он вот был сотрудником 5-го управления КГБ СССР. Это идеологическая контрразведка. Там все болтают, что он какой-то там работал там, там за рубежом, там какая-то внешняя разведка, ничего подобного. Он у нас вот работник 5-го управления КГБ, идеологическая разведка, политическая полиция. Это его профессия. И это он любит тоже, он очень это дело любит, поэтому он крутит всеми этими деятелями, агентами, чтобы они выступали там на всяких президентских выборах. А возникает вопрос, зачем? Есть два проблемы. Но надо сказать, что здесь не прошло без таких проблем, потому что все-таки Путин больной и старый человек. И Ларионов говорит, что ему уже 73 года, ему поменяли просто паспорт, там, когда он вступал в КГБ, фальсифицировали его год рождения. Но вот этот старый человек уже не хочет участвовать в президентских выборах. Пришлось человеку убеждать. А почему? Легитимность. Если ты не избран, ты все-таки не легитимен. Давай все-таки кандидируй. Но вот когда он стал согласиться с этим делом, возникал вопрос, кто же там у нас там будут выступать. Во-первых, задача. Зачем вообще соперники? Было же разговор, что соперников не надо. Будет один кандидат Путин, все будут голосовать за Путина. У него нету конкурентов. Это было сообщение его пресс-секретаря, бывшего, нынешнего тоже офицера внешней разведки Российской Федерации, господина Пескова. Но теперь эти кандидаты есть. Почему? Да потому что избирательная активность — это тоже знак легитимности. Если никто не ходит на выборы, легитимности нету. Даже вот такой диктаторской стране, как Россия. Но то есть все равно нужно имитировать. Явку надо организовать.
И они серьезно как бы все-таки попытаются этим заниматься. Другое дело, что Путин просто там такой человек, кого он позволяет кандидировать, кого там не позволяет кандидировать. Вот там Дунцова, там так далее. Есть разговор даже такой, что... Но я лично, вот как я считал, что все кандидаты, которые должны быть соперниками Путину, должны быть, ну уж такими несусветными людоедами, чтобы по старой традиции, а государь у нас единственный европеец был. Да. Чтобы он выглядел самым таким меняемым, вообще демократом. Да. Был. Вот посмотрите, вот видите, вот не выберите меня, учтите, вы все на столбах висеть будете. Да. И вдруг тут появляется Дунцова. Да. А как это Дунцова? Тут появляется еще один педофил. Этот Надеждин? Нет, и Игорь Стрелков, его тоже обвинили в педофилии. Так что нет, не один педофил, там, а два будут выступать на президентских выборах. Два еврея будут, Слуцкий и Рабинович. Потрясающе. Ну, это же какой выбор, понимаешь? Ну и, конечно же, видите, Путин, конечно, такой человек, конечно, он сам выбирает. И как бы соперников он как бы не допускает, что-то кто-то там за него выбирает. И у него появилась прекрасная идея. Как делать явку? Ну, как делать явку? Должна быть, как бы кандидат. Но выбрали же когда-то Ксюшу Собчак, когда она еще какая популярная более-менее была. А сейчас, конечно, говорят, что была большая идея выдвигать на президентские выборы Аллу Пугачеву. Ну, то есть воплотить этот советский анекдот в явь. Брежнев мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. То есть и Путин тоже эпохи Аллы Пугачевой получается, да? Во была бы явка, понимаешь. Ну что делать, как бы Пугачева подвела, уехала снова в Израиль. Алла Борисовна, огромное вам человеческое спасибо, что вы не испортили себе некролог. Мы вас любим. Мы никогда вам не забудем выступление на фестивале «Орфей» с песней «Арлекино». Вы останетесь в сердцах исполнительницей этого бессмертного шлягера, а не кандидатом в президенты для спарринга с Путиным. Не разменялись. Спасибо огромное. Да. Ну, поэтому нам как бы ничего не остается. Там, надо думать, там, голосовать за Слуцкого или за Рабиновича, понимаешь. Надо подумать, конечно. Да. Россиянам надо подумать. Главная сенсация этих выборов, то, что на выборах в 2024 году Путин победит не Жириновского. Да? Да. И, конечно же, но посмотрим, конечно, там, сколько там, конечно, там голосов, конечно, остается на других, конечно. Но, как бы, россияне там, да, то ли будут участвовать теперь в выборах, не будут участвовать, конечно. Посмотрим, конечно. Но, видите, очень много критики среди, конечно, российской оппозиции, потому что понятно, что на самом деле такой уж маразм. Что зачем участвовать в этих выборах? Но зачем участвовать в этом клоунаде? Зачем делать эту легитимность Путину? Не надо участвовать всем в этом клоунаде. Оставить уже это все для игр нашего старого клоуна. У них есть такой аргумент, который они находят вполне убедительным, что давайте мы сделаем эту электоральную процедуру, это не выборы, это электоральная процедура, максимально неудобными для Владимира Путина. Потому что пририсовать ему будет тяжелее. А когда даже в оппозиционных районах Москвы, где много оппозиционеров живет, открывают бюллетени, и там, реально все бюллетени за Путина, так и чего тогда удивляться? Вы же никак не помешали ему это сделать. У них вот такая вот позиция. Да. То есть сделать, как получилось с Лукашенко в 2020 году, когда действительно было пририсовано очень много процентов, и это было видно во всем мире. То есть показать миру, что вот, посмотрите, мы не плоть от плоти он. Но, видите, Путин все-таки такой, в этом плане, конечно, опытный работник идеологической контрразведки, политической полиции. Он ведет серьезную, конечно, кампанию. Дурит, конечно, там всех, кого можно. А если у тебя деньги, ты просто покупаешь, скажем, западных журналистов, чтобы они писали бы. А знаете, Путин как бы очень популярен. У него огромная поддержка. Да. И сейчас выборов тоже как бы все люди ходят и голосуют за него. И это сказку рассказывает из газеты, понимаешь, из как бы новости, понимаешь. Для меня это как бы странно звучит. Все же понимают, что уже давно нету никакой явки.
Потому что это просто формальность, и люди не хотят эти выборы. Надо все это организовать, чтобы они туда пошли. Поэтому явка маленькая, конечно, как бы есть, то есть. Как бы. Просто нету выборов, и поэтому нету явки. Все как бы как есть там. Как бы, это обычно. ни для кого не секрет. Да, не секрет. А вы тут говорите, что он какой-то там популярный и так далее. При диктаторском режиме, когда нету конкуренции, когда нету никакой возможности изучать нормальное общественное мнение, вы просто не знаете это, сколько он там популярен и сколько или он или нет. Конечно, он популярен среди таких людей, как Прилепин, и еще какие-то такие странные как бы, фигуры. Но говорить там за все население России, я бы как бы был бы осторожным. Конечно, понятно, что есть люди, которые настроены националистически, воинственно, там, не любят других народов и так далее. Конечно, есть такой процент, конечно, людей в российском обществе. Но там утверждать такие вещи, что у него 90% поддержка среди российского населения, это наивность. Нету у него такой поддержки. Опрос там в 1942 году, а как вы относитесь к евреям на улице Мюнхена? Нравится, как вы считаете, нужно ли Германии оккупировать Великобританию? Ну, или вы сразу в Заксенхаузен хотите? Вот, пожалуйте в вагончик. Ну, это, конечно, не объективные вопросы. Вы смотрите программу «Между народами». Здесь мы пытаемся понять, почему дружба народов оборачивается враждой государств. И важные темы уходящего 2023 года. Итак, к следующей теме. Можете ли вы пояснить, почему экономика России в этом году выстояла, выдержала, и что с режимом Путина? Он только укрепился в своей власти? Ну, если говорить о России, то опять-таки надо подводить итог очень такой понятный, что опять-таки путинский режим, он как минимум не ослабел, а скорее всего тоже укрепился. Прежде всего, опять-таки, благодаря ситуации на фронте, потому что русские, россияне, российская армия сегодня воюют гораздо более успешно, чем она это делала в 2022 году. Ничего удивительного в этом нет. Потому что, опять-таки, это просто была ошибка западного анализа, недооценка, шапка закидательства. Россия – это режим, который, как и многие режимы такого типа, умеет мобилизовываться. Экономика вполне обеспечивает войну и вполне обеспечивает приемлемый уровень войны в российском обществе. Потому что денег пока хватает, и да, как бы те же самые экономисты, которые в прошлом году говорили, что их денег хватит на год, теперь рисуют горизонт примерно в 3-5 лет. Я думаю, что они правы. Это были люди, которые год назад казались абсолютно осторожными, потому что, опять-таки, мейнстрим оппозиционно настроенных экономистов предсказывал коллапс сначала в течение 3 месяцев. Я помню все эти разговоры, что лифты встанут, самолеты летать не будут. Ну, все это, безусловно, не так. Это говорит о недооценке объективной рыночной экономики, которая существует в России, со всеми ее сложностями, коррупцией, огосударствлением. Эта экономика рыночная, рыночные экономики выживают. Ну и второе, конечно, почему как бы у России полно денег, потому что Запад так и не смог создать санкционного режима, не смог, не захотел и остается в этой же ситуации и сейчас, потому что всегда находится кто-то, какая-то одна из стран, которая, например, захочет спасти свой Райффайзенбанк или захочет спасти для себя какие-то эксклюзивные цены на энергоносители и так далее, и так далее. Запад расколот, я говорил и писал об этом много раз, и как бы желание зарабатывать на войне, в том числе через Россию, оно во многом перевешивает даже стратегическое понимание того, что вообще-то будет очень плохо, если Россия абсолютно разгромит Украину и подомнет под себя. Ну, как бы в России профессиональные экономисты рулят экономическим блоком, они знают, что они делают. Опять-таки, поскольку это государство такого типа, каким оно является, по сути, диктаторского, мобилизовываться ему проще. Это не бесконечный процесс, но, безусловно, ставка, что российских ресурсов хватит на дольше,
чем украинских ресурсов и западной решимости помогать Украине с ресурсами, эта ставка имеет все шансы на то, чтобы сработать. К концу года мы увидели, насколько, так сказать, опять активизировался на Западе, прежде всего, поиск путей какого-то выхода из этого конфликта. В детали входить не хочется, но, в общем, понятно, что если уж мы говорили о том, что Лукашенко контролирует страну, то Путин контролирует ее гораздо больше, в большей степени. Люди, которые потенциально были способны организоваться во имя какого-то внятного и осмысленного сопротивления, в значительной массе своей уехали. Те, кто остались, должны либо принимать существующие правила игры, хотя не все это делают, но даже если, так сказать, эти люди героически выступают в публичном пространстве, в организационном плане сегодня оппозиции нет. Ни либеральной, ни, значит, то, что принято называть ура-патриотической, и ни практически левой. И поэтому как бы выборы мартовские для Путина будут самыми легкими из его выборов. И как бы если будет обеспечено 80% участия, из них нарисовано 80% за Путина, то никого это уже не будет удивлять. И в известной степени это будет более, наверное, объективное и точное отражение ситуации, чем многие предыдущие выборы, которые он также выигрывал. Просто так или иначе, как люди, принадлежащие к числу оппозиционеров, так и, опять-таки, многие западные комментаторы, они слишком легко раз за разом, найдя какую-то маленькую слабость или брешь в российском режиме, бросаются как бы увеличивать ее и на основании каких-то вот отдельных фактов существующих делать прогнозы о приближающемся коллапсе режима. Я как бы многие эти циклы видел, и я знаю, чем это все кончается. Что режим оказывается раз за разом в состоянии гораздо более оперативно и эффективно устранить те проблемы, которые для него объективно существуют, чем как бы задолго до того, как эти проблемы могут вырасти во что-то действительно опасное для него. Вы послушали комментарий Аркадия Мошеса, программного директора Финского института по изучению внешней политики. Комментарии касались внутрироссийской повестки, российской экономики в большей степени, чем именно то, что получает на доставку на дом по телевизору российский обыватель. И здесь, насколько я понимаю, у вас с вашим финским коллегой есть некоторые разногласия, потому что, как мы слышали, Аркадий утверждает, что российская экономика не рухнула, она адаптировалась к условиям, плюс широкий параллельный импорт через страны Казахстана и вообще глобального юга. Если мы широко смотрим по нынешней ситуации, может, конечно, прав. Как бы, режим не рухнул, Россия не распадалась. Как бы, мы еще можем продолжать как бы, эти фразы. Но, конечно, есть какая-то конкретика, какая-то конкретная, конечно, как бы, обстановка, какие-то факты, конечно. И здесь, конечно, видите, первый факт то, что на самом деле полного санкционного режима против России нету. Просто западные страны точные санкции как бы устроили против России. Пока. Там мы можем говорить там 11 пакет, 12 пакет, не важен. Как бы. Важно, что полного санкционного режима как бы, против России нету. Поэтому, конечно же, как бы, экономика России еще живет. Иногда спрашивают, а что они этого не сделали? Но вот может говорить, что это все как бы, интересы стран. И он прав, конечно. Есть стратегические интересы Соединенных Штатов Америки. Скажем, в чем это выражается? Ну, скажем, алмазы. Вот алмазы нужны промышленности, да? Ну, да. Поэтому позволяли там России эти алмазы плюс продавать. Атомная сфера. Пожалуйста, зерновая как бы сделка. А зачем? Почему? Это даже Америке не нужна, это как бы зерно. Зерно нужно Африке. Африка является сферой интереса Соединенных Штатов Америки. Он не хочет, чтобы там был голод. Поэтому как бы он дал согласие на зерновую сделку. А что это значит? Ну, что это значит? Ну, значит, что как бы Россия ведет международную торговлю, получает деньги и так далее и тому подобное. Да. Вот почему вот такая ситуация. Но какая жизненный уровень Российской Федерации? Что там происходит конкретно с предприятиями и так далее и тому подобное? Здесь, конечно, может, не прав.
Я как бы знаю это на уровне предприятия, что там происходит, что какая там жопа в этой России. Комплектующих нету, ничего производить нельзя, как бы, и так далее и тому подобное. Это вот реальность. В магазине низкосортные товары уже, как бы, потому что, конечно, не все можно уже из Запада тащить, и так далее и тому подобное. Но я уже не говорю о авиапроме. Но вы же должны понять, что нету авиапрома в России. Все тащили из Запада. Вот украли они эти западные самолеты, там, которые... Airbus'ы, да, и Боинги. тащили на запчасти, конечно. Все это происходит, сейчас, конечно, все это заканчивается, это уже большая как бы проблема. Так что у нас не должна быть как бы такой наивности. Одно дело, что режим не рухнет, это одно, как бы, а другое дело, какой жизненный уровень, что там внутри России происходит. Это, конечно, они катятся как бы туда, в Северную Корею. Но в Северной Корее тоже режим не рухнул. А какой там жизнь-то? Жизни там Иранский нету. режим. Жизнь там нету. Иран там и так далее и тому подобное. Даже вот если историческую аналогию провести, мы сейчас просто все вот эти 2 года, почти 2 года, я могу, правда, про себя говорить, конечно же, мы находимся в страшной психологической травме, и я помню, в самом начале войны, там, в марте месяце, листаю ленту и вот думаю, ну вот кто-то мне соврет сейчас, чтобы мне стало легче. Я читаю, там, Путин проводит в бункере на Урале заседание с экономическим блоком, он в ярости, ресурсов у России только на 10 дней. И я понимаю, что это вранье, но мне так хотелось обмануться. И многие вот на эту удочку подпали. И потом я понял, а санкции, в общем-то, не панацея. Пик выпусков самолетов в Германии был в 1944 году. Это уже сколько лет не просто санкций, а ковровых бомбардировок. Уже 2 года как утюжат Дрезден, Кёльн, Лейпциг, Гамбург. А это и где-то же были все-таки ресурсы у Германии, которая была тоже со всех сторон санкций в войне. Ну, ты сравнил Германию с Россией, конечно. Германия это Германия, а Россия это, к сожалению, Россия. Там, конечно, с самолетами еще, конечно, хуже, конечно, это понятно. Вот эти ожидания, что там режим рухнет, Россия распадется, как бы, конечно, там, скажем так, кому-то это хочет. А хочет ли это Запад? А это ли стратегических интересов Соединенных Штатов Америки? Чтобы Россия проиграла. А вот видите, как бы, люди не задают этот вопрос. Они вот читают там какую-то украинскую лабуду какую-то неважную, но они не спрашивают себя вопросы. А как бы, а что как бы то, кто все это как бы, что там в Вашингтонском обкоме, что они будут решать? И вот люди не учитывают этот фактор. Да, к сожалению, эта вся ситуация резко поменялась, что касается Украины, весной 23 года. Вылез Чак Мэтлок, это бывший посол Соединенных Штатов Америки в Москве, рейгановский, очень старый уже человек, но очень уважаемый человек, который в think-танках играет главную роль. И он первым сказал, что Украина не знает границ своей безопасности. Украине не нужны никакие Луганские, никакие Донецкие. Будем строить коммунизм, как бы лучшую жизнь уже отдельно взятой территории Украины. Ну, в общем-то, это, как бы, я перефразирую, конечно, там, но вот это как бы концепция. И теперь понятно, что американцы ведут эту концепцию, конечно, в жизнь. Так и покойный Киссинджер что-то такое говорил. Да, конечно, это одно и то же компания. И, конечно же, мы не должны быть, конечно же, идет давление на режим Путина, потому что он не заканчивает войну, он должен заканчивать войну, он не заканчивает войну. У него концепция не война, а не мира, конечно. Поэтому, конечно, будут военным образом помогать Украине, отражать эти атаки. Но, конечно, в общем, какая канва это событий. Это абсолютно понятная как бы, вещь. Я это сразу говорил, как бы люди слышали, конечно, все мои комментарии с весной уже, конечно, все были недовольны, что я об этом говорю, но делать нечего, как бы было ясно, что вот такая есть ситуация. Я встречался одним из премьер-министров одной из восточноевропейской страны, одном из закрытых мероприятий, и он там жаловался, что вот, дескать, американцы ведут со моей спиной переговоры с Москвой. Я так смеялся. Ну, что вы хотели, конечно. Но, конечно, не ведут переговоры. То есть мир по-прежнему двухполярен. У меня, кстати, в связи с этим вот есть такой вопрос. А вот скажите мне, пожалуйста, почему тогда вот мы вспомнили Чака Мэтлока, мы вспомнили покойного Генри Киссинджера, и вот эти ветераны холодной войны,
они по своей риторике существенно отличаются от всех действующих сегодня госсекретарей, командующих войсками. Но это при том, при всем, что на посту президента тоже ветеран холодной войны Джозеф Байден. Почему у них у всех вот настолько разные прогнозы и отношения к Украине? Дипломатия есть дипломатия, конечно. Там, что там может себе позволять Байден говорить, это вообще как бы вопрос, конечно. Не говорю уже о как бы, дипломатах, они вообще как бы, должны скрывать свои мысли, как вы знаете. Да. Поэтому они, конечно, там очень как бы так осторожно там все как бы говорят, но это не значит, что там тоже как бы не просачивается информация. Она, конечно, есть. Но то, что на самом деле суть политических решений, вот вы и слышите от уст, в том числе Мэтлока, Киссинджера, они просто так не болтают. Они отставники уже. Отставники, но они как бы являются вот, так сказать, ведущими этих аналитических центров, и они вам говорят, что является интересом Соединенных Штатов Америки. И люди были поражены. Это же как бы там Киссинджер и Мэтлок, они же республиканцы. Наверняка это не политика администрации президента Байдена. Теперь мы знаем, что это не так. Вот все эти старые там госдеятели, они вполне четко определили, что такое интерес Соединенных Штатов Америки. И, в общем-то, сейчас мы видим, как это как бы и реализуется. Но я напоминаю, что господин Блинкен выступал в Хельсинки. Это было летом 23 года, в начале лета. И было это связано, конечно, там всяким там Хельсинскими соглашениями и так далее и тому подобное. И он, конечно, сказал там, что вот надо установить прочный мир. Я просто как бы, мы же понимаем... Лига наций, 39-й год. Мы же понимаем как бы значение этих старых слов. Наша публика, может, не понимает, но когда будут говорить о прочном мире, это что-то уж очень как бы из там, то ли время Сталина или что-то такое, конечно. Не, я же говорю... Но не важно, видишь, слова-то красивые, но вопрос, конечно, сути этих слов. Конечно же, вот таким образом, вот это первым выступлением уже, которое Блинкен делал в начале лета 23 года, стало ясно, что и администрация идет на изменение политики, конечно, и на самом деле как бы всякие там сообщения о том, что ресурсы закончились. Это Financial Times неожиданно выдал в 23 году уже там летом сообщение, что ресурсы закончились. Все. И вот и вы видите, что многие, не, это не может быть правда. Там есть срок изобилия, сейчас Украина все получает. Не, вопрос в другом, кстати. А вот вы заметили, как мы потеряли из обихода вообще-то то, что было такое слово «ленд-лиз» из лексикона Второй мировой войны, и оно было подписано 9 мая 22 года, а ленд-лиз — это безлимитный рог изобилия, действительно был, должен был быть. Ну и где эти конвои PQ-17? Да, Украина не хочет этих конвоев. Это такая поразительная, конечно, ситуация. Дело в том, что ленд-лиз это не бесплатно. Ну, конечно. Но откуда берет Украина денег, чтобы платить за ленд-лиз? У них нету денег, чтобы платить ленд-лиз, и не сейчас нету этих денег, в будущем не будет этих денег. Поэтому, конечно же, видите, для украинских как бы, руководителей как бы, более приятно получить бесплатную помощь. Бесплатная она всегда бесплатная. Там, бесплатная и для страны, и бесплатная для тебя. Только люди не бесплатные. Нет, видите, как бы, когда платная, надо платить. Значит, вынуть из Украины ресурсы и отдать назад Америку. А не хочется. Так что, поэтому, конечно, Илларионов, бывший помощник Путина, который сейчас занимается очень активно и украинской, конечно, тематикой в либеральном оппозиции России, он, конечно, там поднимал эту тему ленд-лиза, потому что, казалось бы, понятная вещь.
Да, конечно, надо потом платить, но чтобы спасти страну, как бы можно было брать что-то через Ленд-лиз, но этого не происходит, к сожалению. Вот такая вот ситуация. Хотят получить бесплатную помощь и получают, конечно. И не надо думать, что как бы, Украина не будет получить помощь. Украина будет получить помощь, но, конечно же, мы должны понять, что вот такая вот объем этой помощи, которая была, никто не может это обеспечить. И было такое обещание, что там Европейский Союз там заберет как бы, нужное количество. Сумели выполнять, память изменяет на треть. На треть. А это как бы вот факт просто. Да. Но еще раз говорю, что здесь, конечно, мы должны быть, что от России это легче. Нет, у России это не легче, потому что у России собственные проблемы. У них тоже нету снарядов, у них тоже ничего нету. Меньше Украину как бы снабжают, это не значит еще, что там России праздник. Такого, конечно, нету. Другое дело, что просто, конечно, благодаря этому, может быть, потерь у России будет меньше. А могло быть больше, конечно. Да. Вы смотрите программу на YouTube-канале Ару ТВ «Между народами». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Здесь мы попытаемся раскрыть главные проблемы окружающей нас жизни. А в нашем выпуске сегодняшнем мы подводим итоги уходящего 2023 года. Мы уверены, что наш зритель сейчас будет очень рад увидеть уже полюбившуюся вам рубрику «Жопа с усами», где в мультипликационной сатирической форме раскрывается самая суть преступных тоталитарных режимов. Почему же они называются «Жопа с усами», я думаю, ни у кого нету ни малейших сомнений. Это белорусская арт-группировка, которая признана лукашистскими властями экстремистской. В РФ стартовал показ многосерийного фильма «Жопа пацана». Вот пацан фоткает свою жопу для Инстаграма, потому что жопа в бриллиантах. Так, отвали нахер, я тебе не папочка. Тоже мне Лолита. Фу, блядь. Пацаны с порванными жопами обиделись на пацанов с бриллиантовыми жопами и пообещали им порвать жопы. Пацаны, сидящие на жопах ровно, вписались за пацанов с порванными жопами. Теперь пацаны с бриллиантовыми жопами извиняются на камеру и просят не рвать им жопы. Типа теперь они будут следить за словами, станут правильными пацанами, совсем как герои их любимого фильма про крутых пацанов. В РФ настолько любят этот фильм, что прям видят себя в роли главного героя. Даже актер за главную роль в этом фильме получил место среди пацанов, сидящих на жопе ровно. Не только в РФ любят этот фильм. Сама история классическая, ее знают во всем мире. Ее любят, уважают, в школах изучают. Даже в фильме «Миллионер из трущоб» о ней говорили. Я, конечно, говорю о произведении Д'Артаньяна и Три мушкетера. Вот где были реальные пацаны. Бухали, пыряли друг друга заточками, жарили миледи. Ну, в фильме такого не было. Но в книжке Д'Артаньян шпилил и Кэти, и миледи, причем втихаря, прикинувшись другим пацаном. Миледи психанула и поклялась его за это убить. Классика. Прям перечитать захотелось. Не пересмотреть фильм «Фан-фан-тюльпан». Сейчас таких не снимают. Тогдашние герои по нынешним меркам полные отморозки. Но пацанам такое нравится. И если не снимать для них нормальных фильмов, то они будут смотреть РФовские. С зонами, колониями, ментами и такое прочее. Аркадий, расскажите, пожалуйста, каким был этот год для Беларуси, для граждан Беларуси, каким это государство было на международной арене? Я думаю, что надо, так сказать, разделить анализ сразу на две части, которые как бы нормально сосуществуют друг с другом и не обязательно пересекаются, и даже более того, наверное, существуют в таких именно не пересекающихся плоскостях. С одной стороны, если мы будем говорить о внутриполитической ситуации, то все, в общем, застыло по большому счету. Режим последовательно наращивает или как минимум не снижает уровень репрессивности своей. Люди уже, так сказать, 3 и скоро 4 года после того, как были массовые протесты 2020 года, все еще подвергаются репрессиям. То есть, объективно говоря, власть Лукашенко по сравнению с тем, что было 2 года назад, допустим, даже, может быть, год назад, она только укрепилась. Это не значит, что она абсолютно стабильная, но вот в настоящий момент, в динамике, ему удалось достаточно успешно продать значительной части населения Беларуси картинку, согласно которой Беларусь не участвует в войне, что неправда.
но что Беларусь не участвует в войне благодаря, так сказать, дипломатическому гению Лукашенко. То есть его легитимность в глазах этих людей, она сегодня, может быть, вновь, а может быть и впервые основана на том, что вот он является для Беларуси таким миротворцем. К сожалению, оппозиция проиграла, упустила момент, когда можно было в контексте, так сказать, нежелания белорусов участвовать в войне нарастить свой политический капитал, но это принадлежит истории 22 года, а не этого. В этом году, так сказать, они пытались что-то изменить в динамике, но получилось у них, честно говоря, не очень. То есть внутри политическое положение режима сегодня более прочное, чем там 15 месяцев назад, и, конечно же, тем более прочное, чем 2,5 года назад. А вот в области внешней политики все произошло абсолютно с точностью да наоборот. И не потому, что Лукашенко зависит от России настолько, насколько он никогда от нее не зависел, но его все международное положение, оно не только не укрепилось, оно начало разваливаться. Прежде всего и главное, что здесь нужно сказать, это что Запад не пошел на смягчение своих санкций, своего дипломатического отношения к режиму Минска. Минск пытался и до сих пор пытается, и все эти разговоры, вот давайте наладим диалог с Польшей, они все об этом. Но Запад, с одной стороны, не испугался его шантажа мигрантами и других, так сказать, попыток шантажа. С другой стороны, не пошел у Лукашенко на поводу в плане смягчения внутриполитического режима, а именно обмена, может быть, освобождения каких-то нескольких политзаключенных на изменение отношения к нему Запада. То есть здесь, безусловно, все остались при своем, и это гораздо менее выгодно Лукашенко, чем может показаться. И не стал никаким ни центром. На самом деле режим Лукашенко достаточно последовательно попытался продать имидж Минска как какого-то такого важного центра принятия решений. В особенности это было заметно в вопросе о размещении в Беларуси ядерного оружия и вот об этих знаменитых гарантиях, не гарантиях Вагнеру и лично господину Пригожину. Центром он не стал, он остается на периферии, где он и должен быть, будучи, так сказать, намного более слабым, хотя и важным союзником Москвы. У него выросли трения с частью партнерских государств на постсоветском пространстве. Трения с Арменией, в них нет ничего нового, хотя сейчас они уже, конечно, вообще не скрываются. И, по сути, это отношения, не только не партнерские, они уже почти враждебные, настолько они холодные. Но даже пошли разногласия, вернее, вышли в публичную плоскость разногласия с таким государством, как Казахстан. И это, по большому счету, на мой взгляд, вещь новая, она пока критического значения не имеет, но за этим надо внимательно следить. Ну и еще надо в эту же корзинку надо положить то, что не удалось Беларуси стать пока полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества, и тем более БРИКС. И вот это вот, опять-таки, безусловно, Минск очень хотел бы получить картинку, которая позволила бы ему выглядеть влиятельным почти полюсом принятия решений в мировой или, по крайней мере, европейской политике. Этого ничего не произошло. Мы послушали интервью Аркадия Мошеса, адекватные комментарии, очень отрезвляющие комментарии, во многом могут показаться пессимистичными, но это объективная реальность, в которой мы живем, и мы не можем знать наверняка вообще, к чему это все приведет дальше. И у меня иногда даже возникает ощущение, что вот все, что происходит с нами последние 2 года, будет в учебнике истории написано как незначительные пограничные конфликты, являющиеся предпосылками. Как, я не знаю, оккупация Эфиопии Муссолини и войной в Китае и Японии. Да, вот тоже ж вроде начиналось в разных концах мира, где это далеко, тут вот Чехословакия, Судеты, а тут Аншлюс, а тут Эфиопия, а тут Финляндия, а тут Халхингол. И это все вроде никак между собой не сообщается, но потом оно все выливается в что-то вот одно единое. И вот Беларусь, например, на внутренний рынок Лукашенко пытается продавать такую идею. Вот видите, вот это последний рубеж от того, чтобы вы
не гибли в окопах под Бахмутом и Краматорском. Потому что вот если бы вы свою Тихановскую выбрали, сейчас бы уже здесь была белорусский военный округ России, и вы бы все воевали уже в российской армии. И только я являюсь гарантом независимой Беларуси. И именно поэтому вы сейчас, эдакие олухи, ходите на работу, а не воюете. Это он продает, да? Да. Но пугает просто свое население. Но что он еще может делать? Экономику похерил, жизнь в Беларуси плохая. Я вот здесь в Таллин иногда, пару лет назад, конечно, ехали люди из Беларуси, там дети с своими учителями из спортшкол. Они ходили здесь в Таллине на какие-то мероприятия, спортивные мероприятия. Но это была как бы страшная картина. Просто, но люди бедные, понимаете, как бы нищие люди из Белоруссии. Вот что такое Беларусь Лукашенко. Нищая Беларусь. No. Ужас, ужасная как бы картина, но как бы это одна сторона как бы это все дело. Ну что там как бы Лукашенко там говорит, ну что он там танцует, ну какое это имеет значение? Он и сам уже ничего не может, и, конечно, там давно уже Беларусь ничего не может. А почему он не поддается на угрозы, провокации, шантаж Путина о том, чтобы вот, по всему периметру от Гродно граничит с Луцкой, это с Волынской областью, там Мозырь граничит с Житомирской областью. Вот этот весь участок фронта от Луцка до Черниговской области, почему ему не удается, Путину, убедить Лукашенко там проводить военные операции, как минимум провокативного характера по границе, чтобы отвлечь ВСУ от востока и юга? Но, почему он не поддается? Это исключительно военная задача. Понимаете? Принимается решение, что мы делаем, что нам выгодно. Я думаю, что изначально, как бы, когда эта операция началась, как бы, были разные как бы, ситуации. В том числе была идея, что да, можно использовать белорусские как бы, военные силы против Украины. Но потом этот план изменилась просто. Она изменилась, потому что ситуация изменилась. Путинский план захвата Украины провалилась. Крах, катастрофа. Понимаете? А что ж тогда ждет белорусскую армию? Да, ну вот, и планы изменились. Стало понятно, что все это невозможно. Участие Белоруссии не нужна. Кроме того, конечно, там обстоятельства такие, что белорусский народ против. Это близкий к украинцам народ. А он субъектен в таком, я не знаю, насколько тоталитарном, но как минимум автократическом режиме, как режим Лукашенко? Да, видите, Лукашенко автократ, но как бы думает о себе, скажем так. Он сам себе на уме, конечно, этот человек. Но что как бы он будет как бы делать такую обстановку, что все против как бы него. И он не хочет такой ситуации в Беларуси. Он знает, что белорусы не хотят воевать, не хотят участвовать в кампании против Украины. И это он понимает, и поэтому он как бы там такие странные танцы Путиным и сделал. Но, конечно, если был бы там жесткий приказ Путина напасть на Украину, он бы, конечно, бы участвовал. Но такого как бы приказа в конечном счете не пришло, этого приказа. Вот здесь хочется понять мотивацию Владимира Путина в этой ситуации. То есть у тебя есть незадействованный военный ресурс, у тебя есть вассал, который тебе всем обязан, который от тебя зависит и деньгами, и вообще, в принципе, но ты его держишь как вот и не запускаешь этого берлагу, что называется. Почему? Но я говорю, это исключительно военная задача. Толк. А будет ли толк? А если проиграют? Я проиграю Беларусь? Нет, так это не пойдет. Если вот такая ситуация, что я ничего не могу, что еще там Беларусь-то может? Ничего не может. Просто люди не понимают это. Ну, сколько у Беларуси войск?
Как она вооружена и что она может? Да ничего она не может, потому что нету этой армии. Это у людей фантазия, там, как это белорусская армия. Сил нету, и поэтому, конечно, решили, что все-таки это не надо делать. Это дестабилизация Белоруссии. Народ еще тоже против, и мы можем потерять Беларусь. А зачем? Наоборот, надо сохранить Беларусь. Зачем? Санкционный режим. То есть она... Санкционный режим мы будем Беларусь использовать как прокладку, чтобы там из Польши и Литвы тащить то, что нам нужно. И Путин это и делает. Ну, то есть такая Швейцария. Люди не понимают, что как бы, они реально думают, что вот есть какой-то огромный санкционный режим, и как бы это все работает. Нет. Ничего подобного, конечно, нет. Полной как бы такого санкционного режима против России нету. И, конечно, используется еще как бы задние как бы двери, конечно. Вот Беларусь это задняя дверь, откуда из Польши, из Литвы тащат товар Россию. Но последнее видели огромное исследование, как иностранные автомарки попадают ныне на российский рынок. Оказалось, все очень просто. Через Польшу и Литву, через Беларусь в Россию. Пожалуйста. Ну, то есть освобождение Белоруссии в ближайшее время от... Пока есть путинизм, пока есть путинский режим, Беларусь будет лукашенковской вне зависимости от того, есть Лукашенко или нет. Это будет Великое княжество Белорусское, с полуавтономией, но на жестком поводке. Но это мы еще поувидим, потому что, как вы понимаете, когда происходит смена лидера, а вот этот разговор, конечно, она продолжается очень долгое время, и люди очень нетерпеливы. Там, что, а почему все-таки Путин не снимает этого Лукашенко? Он очень хочет его снимать, но есть всякие разные политические обстоятельства. Почему надо ждать, почему надо это, как бы, третье. А на самом деле, конечно, план есть снять Лукашенко, потому что он в возрасте, больной очень человек, толку от него никакого нету. И хотят, конечно, нового ставленника поставить в Белоруссии, кто еще будет там 30 лет править, быть вассалом России. Вот такой вот конкретный план. И, конечно же, вы должны понять, что когда появляется новый человек, его надо продать. Если вы думаете, что продавать можно диктатора, автократа, который там гадит белорусской экономике и белорусскому народу, конечно. этого нельзя продать. Ну, конечно, Новый нет. лидер должен быть приятным человеком, который будет заниматься нормальной экономикой, который, конечно же, будет нравиться белорусскому Ну, то есть народу. такого системного либерала нужно продать, Не, получается, ну да? либералы это как бы слишком. Нет, либералы имеется в Путину виду... не нравятся либералы. Ну, вообще надо сказать, что если почитать программу партии «Единая Россия», то это целиком и полностью партия либерального толка. Она же, почему они всегда в качестве своих каких-то лиц, спикеров, доверенных лиц выбирали людей, которые занимаются, ну, абсолютно либеральными этим. Ну, Чулпан Хаматова им зачем была нужна с ее больными детьми? Это же либеральная повестка. А в противовес ставился Жириновский, когда говорит, вот я приду к власти, цензура сразу же. Да, да. И на этом фоне можно выглядеть либералом. Да? Да. Но либералам все же Беларусь не нужно, но вот Да. то, что как бы будет более мягче этот режим, чем во время Лукашенко, это можно, конечно, угадать, но, конечно, ты прав в другом. Что если вы думаете, что этот мягкий режим, как бы, в общем-то, будет каким-то другим, чем режим Лукашенко, вы ошибаетесь. Нет. Надо сохранить власть для России. Вот где главная задача. Конечно. А как сохранить власть? Демократии нет. Как бы свободы слова нет, как бы там и так далее и тому подобное. Конечно. Вот это и будет. Затаился гад. Делает вид, что не при делах. Ни в чем не участвовал. Но я, сука, слежу за тобой. Так, я на минуточку. От реки до моря. От ноги до жопы. Раньше ты был какой-то поживей. Тебя так весело было ненавидеть. Помнишь, как ты рассказывал, с какой стороны готовилось нападение? Тебя по всему миру цитировали. Все знали, кто такой жопа с усами. А сейчас что-то ты совсем сдал. Всех пересажал,
Кого не пересажал, выгнал из страны, и сидишь теперь как пень. Забудут тебя. Сдохнешь, никто и не вспомнит. Ну, не унывай. Я тебя буду помнить всегда. С Новым годом! Трудно себе представить народ, чье право на существование ставили под сомнение столько же раз, сколько это происходило с еврейским народом. Не будем вспоминать Рамзеса II и Торквемаду, это дела давние, но еще живы люди, помнящие «Хрустальную ночь» и поезда, идущие в Освенцим. В 2023 году, 7 октября, Израиль подвергся поражающей своей жестокостью атаке со стороны палестинской террористической группировки «Хамас». Мир облетели страшные кадры расправ и казней без суда и следствия, захват заложников и пыток пленных. Подобные зверства вызвали небывалый восторг среди исламских радикалов по всему миру, и если подобное беснование в Тегеране вполне объяснимо, то в странах просвещенного Запада лозунги «Смерть евреям» вызывают нехорошие исторические аналогии. Особенно странно, как к подобным средневековым расправам призывают беженцы из Ирана, Сирии и Палестины, призывают ровно к тому, от чего они так стремительно убегали, а теперь требуют установления шариата в Париже и Мюнхене. Израильская армия не стала вдаваться в хитросплетение мотивации террористов и начала военную операцию по ликвидации Хамаса быстро, решительно и скрупулезно. Вот тут-то арабские СМИ и подхватили привычную со времен шестидневной войны мантру про израильскую военщину. Этот пропагандистский конструкт был разработан и внедрен еще советской пропагандой, когда в 1967 году израильская армия разбила советских союзников в шестидневной войне. С того момента и до Горбачевской перестройки Израиль – худшая страна в мире для СССР, как Украина сейчас для российской пропаганды. С тех пор в левых кругах на Западе установился, если не откровенный антисемитизм, то антисионизм как признак хорошего тона. Палестину принято считать невинной жертвой сильного и безжалостного Израиля, и надо отдать должное Хамасу, давить слезу фотографиями убитых детей они умеют. Как следствие, про-хамасовские демонстрации захлестывают университетские кампусы в США и некоторых странах Европы. Россия же, известная глубокими традициями еврейских погромов, пошла дальше остальных. Помимо принятия Хамаса в Кремле, более всего поразила низовая инициатива. Антисемитские таблички на входе в гостиницы, а также многочисленный джихад в Махачкале с поиском евреев в турбине самолета наглядно показали всему миру, что антисемитизм никуда не делся. Но еврейский народ уже не тот, что 100 лет назад, послушно в газовые камеры не пойдет. Главная идеология Израиля заключается в том, что второй Холокост невозможен и его никогда не будет. Израиль следует своей миссии, и теперь уже никто не сомневается в том, что Израиль никуда не денется, даже его враги. Я правильно понимаю, что вы жили в Израиле тогда, когда случилось 7 октября? Вы жили и до этого много-много лет или месяцев? Или вы перебрались туда за несколько недель, месяцев до нападения Хамас? Здравствуйте, Анечка. Здравствуйте, дорогие товарищи и господа подписчики каналов, на которых выйдет этот сюжет, скажем так. Я Роман Качанов, кинорежиссер. Сейчас нахожусь в Израиле. Приехал сюда за 2 дня до начала войны, то есть 3 октября я приехал, 7 октября она началась. Еще до этого я когда-то приехал сюда в 92 году. Совсем не остался, такое бывает с израильтянами. В общей сложности я где-то 2 года прожил, если все сложить, за это 31 год. Много это или мало, считайте. Итак, мне повезло, что за 2 дня я прилетел, насладился, можно сказать, мирной жизнью. Еще надо было знать, что надо наслаждаться как-то усиленно. И началась война. Надо понимать, что Израиль страна с населением 7 миллионов, и арабский мир с населением несколько сот миллионов, не считая еще исламского мира, по-моему, население 1,5 миллиарда. Такой конфликт немножко странный, да? Это все считать конфликт. Это чистая война на уничтожение. На уничтожение Израиля и
его граждан. Причем под гражданами, понятно, в основном имеется в виду еврейское население, но в Израиле вообще-то еще 1,5 миллиона арабских граждан, да, которые, разумеется, пользуются всеми правами в Израиле, медициной и всяким прочими плюшками. И, собственно говоря, это и много уже десятилетий идет разговор о войне на уничтожение Израиля. Поэтому арабо-израильский конфликт – это такой сильно дипломатический оборот. Тем более, что это я бы мог рассуждать теоретически в этой области. Но я лично сидел, когда были сирены и летели ракеты, и если бы не железный купол, здесь бы разнесло бы весь Тель-Авив. А что значит просто бомбежка по мирному населению? Это значит тебя, твоих родственников, друзей хотят просто уничтожить по дефолту. То есть, может, лично меня, против меня они не имеют ничего. Они имеют против всех. Не говоря о том, что террористическая атака, которая унесла жизнь около 1500 людей, и еще масса заложников была захвачена, не масса, 250 человек примерно, она тоже была беспрецедентная. Да, сейчас вошли войска в Газу, очень много прилетело, это отчасти общие места, но я должен проговорить, если мы итоги подводим. Очень много прилетело резервистов из других стран, и все резервисты, кто до 45 лет, ушли тоже в армию, здесь до 45 лет призыв. И вот такие уже резервисты повзрослее, как я, сидят, если что, на стреме. Может, на что-то сгодятся. Я знаю, что ваша дочь решила идти в армию. Моя дочь не то, что решила, у нее повестка-то была еще до начала войны. И там определенный процесс проходит, там определенные тесты, собеседования и так далее, и так далее. Эту войну считать отдельно от всех остальных событий, происходящих в мире, довольно проблематично. Потому что, опять же, находясь здесь, а перед этим я провел значительное время в Европе, где много общался с украинскими беженцами. Просто это одно и то же. Опять же, если у кого-то, может быть, кто меньше вникал в украинскую войну, у меня была возможность вникнуть и поговорить с людьми, и встретиться, и как-то прочувствовать. И здесь я тоже вдруг неожиданно встретился со второй войной, как говорится, за отчетный период с февраля 22 года. И я могу сказать, что ощущения абсолютно одни и те же. И люди говорят об одном и том же. И террористические атаки точно так же обсуждаются. И то, что случалось в Ирпене, в Буче, в Украине, оно, к великому несчастью для всех потерпевших, легко рифмуется с тем, что произошло здесь, на границе с Газой. То есть можно ли сказать, что, посмотрев на российскую армию, которая творит ужасы в Украине, Хамас подумал, раз этим можно, нам тоже можно, и мы сейчас будем делать примерно то же самое или то же самое, потому что, цикл насилия, и маховик насилия, он раскручивается, только сильнее набирает оборот в мире. Это одна из граней того, что можно зафиксировать. Но еще, конечно, совершенно общие истоки, что мракобесие противостоит каким-то там прогрессивным поползновением, да? что это уже как-то можно считать частью какой-то мировой войны. Да? Хотелось бы сказать, что совершенно четко наметился, о чем мы с вами говорим, конфликт, можно сказать, цивилизации со всяким мракобесием и мраком, да, и в Новый год, Новый год, собственно говоря, является тем моментом, когда начинает удлиняться день, и все живые существа, включая человеков, начинают надеяться на лучшее. Понятно, что эти все маргинальные режимы должны сильно получить по башке, да, и во всяком случае еще на несколько десятилетий, как говорится, а лучше навсегда исчезнуть. Хотелось бы, чтобы это случилось быстрее, потому что гибнут люди и страдают люди. Очень много людей и очень много хороших людей. Давайте вот так и постановим. Давайте мы с вами решим, что война в Израиле закончится в январе победой добра над злом наших, над ихними. А в Украине закончится... Давайте июнь возьмем. Давайте июнь. То есть можно сказать, что в вашей душе есть надежда. Вы довольно-таки, вы полны надежд. Более того, моя надежда основана на том, что я вижу, я же нахожусь на местности, понимаете, в чем дело? Я не теоретически рассуждаю.
вижу и слышу сирены. Я думаю, январь для Ближнего Востока и июнь для Восточной Европы. Вот так. С Новым годом, с новым счастьем. Основная новость, которая касается Израиля в этом году, конечно же, будет крутиться вокруг того, что произошло 7 октября. Неожиданное и вероломное по своей жестокости нападение на Израиль, и еще более того, поразившая реакция мирового сообщества на него. Вот о чем бы хотелось поговорить. Поражает вот разница в восприятии ситуации с Украиной и ситуации с Израилем. Откуда это взялось? Ну, мы как бы хорошо понимаем, почему это событие вообще случилось, кто за этим событием стоит, это как бы очевидно. У Владимира Владимировича Путина, российского президента, не осталось просто карт. Израиль был последняя его карта, которую он мог там вынуть из кармана, чтобы отвлечь международное внимание от войны с Украиной, конечно. Это он и сделал, конечно. Он, надо сказать, такой человек, который вот эти операции долго готовит. Вот что касается Израиля, вы же помните, сколько он работал с этим Нетаньяху, сколько он работал этим Берлазаром, хасидами, понимаешь, там еврейскими всеми этими олигархами, понимаешь, миллиардерами. Он работал. Но вот люди забывают, чем он еще занимался. Являясь сотрудником КГБ, и после того, как он провалился в Дрездене и был направлен в Берлин, где он работал под прикрытием торгового представительства СССР. Хотел там работать под этим прикрытием, но ему сказали, что он будет директором Дома дружбы Советского Союза, ГДР. Но одновременно он выполнял, конечно, задачи, которые КГБ ему дал. И какие вот задачи ему дали? Ему дали задачу, что поехать в Западный Берлин и встречаться с кем? С палестинскими террористами. Вот конкретная вещь, его биография, чем он занимался. И вы тут удивляетесь, что как бы в нынешнее время он тоже хочет этим заниматься. И занимается, конечно. Но видите, какая грубая была как бы там попытка легендировать, там мифотворчеством заниматься со стороны другого офицера внешней разведки Российской Федерации Песковым. Дело в том, что Песков один прекрасный день в связи с всеми этими событиями заявил, что вот какая негодяй Лукашенко, Беларусь, сволочи. Вместо того, чтобы отдать как бы оружие, послать оружие России, которая вот так, вот, понимаешь, борется там в Украине, они послали оружие в Ирану. Поражает как бы наивность, что ли, этого Пескова. Но он вот это все говорил. Но мы-то понимаем, что на самом деле оружие Беларуси послала Россия, Беларусь послала его Ирану, а Иран отдал Хамасу. Как бы. Вот так это ходило. Вот так. Как бы. Легенда такая, что вот как что-то там Лукашенко, там, понимаешь. Путин это хотел делать. Это была его последняя возможность отвлечь внимание от украинских событий. Но еще попугать американцев, потому что они так связаны с Израилем. И напоминать еще своим израильским друзьям, надо говорить, что он так много работал, что у него там есть друзья. Как бы, и среди миллиардеров, олигархов там, и всех этих раввинов. Много есть у него друзей. Напоминать, что вот если вы, как вы понимаешь, не будете меня поддерживать, я вам такое устрою, там такое устрою. Но, в общем-то, и устроил это там чудовищное такое событие. Но другое дело, вы должны понять, люди тоже как бы наивны в этом плане, но вы должны понять, что этот Хамас это почти ничто. Ну да, убивать людей они могут, там один раз напасть вам могут, но они очень маленькая сила, у них ничего нету, как бы. Они все зависит, чтобы там Иран дал им оружие, или Россия, или там Лукашенко послал какой-то пистолет, понимаешь. Нету особой как бы большой силы. Конечно, вредить там не вредили Израилю, но это Израиль, это организованное в хорошем смысле, военном смысле государство, конечно, оно в состоянии довольно быстро разобраться этой чудовищной как бы делами, которые устроил Путин там. Ну, да. И они этим занимаются, как бы.
слава богу. Ну, совершенно невозможно обойти вниманием ситуация, которая произошла в Махачкале. Очень много русских слов вошло в западный обиход, и одно из первых было в начале 20 века, это слово «погром». Когда еще в царской дореволюционной России случились еврейские погромы в черте оседлости, тогда до этого целиком въездная Российская империя впервые стала выездной. То есть оттуда была большая еврейская миграция, многие уехали в США, заложив основы будущего Голливуда и не только, и финансовой элиты. И вот погром в Махачкале. Что это было? Как это могло произойти? Военный режимный объект федерального значения, международный аэропорт. Туда приходит 1000 человек, якобы науськанные вражеским ЦИПСО. Значит, и тут и никого не наказали, и все отчитывались. Гостиницы, значит, где якобы еврейские беженцы, вывесили таблички «Здесь евреи не живут, и евреям вход воспрещен». И им пришлось впустить делегатов, чтобы им предъявили отсутствие этого еврея. Легендарные кадры с заглядыванием в турбину. Как это вообще возможно? Что это такое? Клоунада, конечно. Владимир Владимирович любит такие акции. Так они же... Активное мероприятие, акции, там, пожалуйста, это Владимир Владимирович может. Так, конечно. А зачем? Это же он же, простите, он же обделался. Да, что, дискредитировал, что ли? Да нет, конечно. Но он же как бы хочет крутить этими как бы мусульманами, арабами против Израиля. Угу. А как же показывать, что как бы и Россия, как бы это все серьезно, тоже есть мусульмане, они недовольны, они поддерживают, понимаешь. Надо это как-то показывать, чтобы это было реально. Но, слава богу, у Владимира Владимировича есть много карманных олигархов, Сулейман Керимов, скажем, и, конечно же, он дал приказ своему старому как бы шестерке Керимову организовать просто это клоунаду, там, тот, конечно, денег имеет, там же есть этот Хабиб, там у него есть тоже какие-то поклонники. Боец. Да, можно было организовать этих людей, послать на объект, понимаешь, там кричать, там бегать туда-сюда, Бегали, конечно, активно по этому аэропорту, бегали за автобусом, где эти там тащили этих бедных как бы пассажиров из Израиля. Но это не значит, что они были там евреи. Но бегали они за этим автобусом. Но что-то там как бы не поубивали этих как бы. Ну, в общем-то, понятно, что это было такое просто кино, конечно, которое организовали, но для того, чтобы вот показывать, что вот мусульмане России недовольны. Вот Израиль, помни это, как бы, там, и вот, а вы, как бы, дорогие наши палестинцы, вот видите, как вас поддерживает у нас здесь Россия, понимаешь. Ну, вот такая клоунада, да. Поэтому это было организовано. Просто я хотел сказать то, что ну вот этот Сулейман Керимов, но да, тут много разговоров вокруг того, конечно, кто держит деньги миллиардеров Хамаса. Руководители Хамаса так наворовали, что стали миллиардерами. Но вот вы же понимаете, что у террористов-то трудно держать деньги где-то. Кто держит его деньги? Не Сулейман Керимов там участвует в этом как бы странном деле. Ну какие-нибудь нефтяные монархии могут еще тоже в этом. Нет, это как бы вот здесь вы ошибаетесь. Видите, был такое как бы странная история. Началось это как бы событие как бы Кази. Понятно, что мусульмане в мире были недовольны. Погибали, конечно, и люди, в том числе и гражданские. Проблема большая. Но вот выступает Эрдоган, как бы жестко заявляет свой протест, понимаешь. Ну, заявил этот протест. А что случилось после этого? Вы помните? Да, что, он выслал руководителя Хамаса из Турции. Ага. Вот что случилось. Красиво. Да, вот такие. Тонко. Вот видите, как бы, к сожалению, Хамас это крайне негативно. Они террористы, неуправляемые, негодяи и сволочи. Вообще как бы не хочет слышать о них Египет. Не хочет, видите, оставить их Турции, так сказать, Эрдоган. Ну и, конечно, этой монархии тоже там денег, конечно, можно бросать, а чтобы пустить куда-то их туда, это лучше не надо. Уволен из гестапо за жестокость, получается. Да, ну вот только Иран. Но вы же понимаете, что у них вот эта метка есть. Они работают Ираном. А этим суннитам там из арабского полуострова это как бы не очень нравится, конечно. Вот такая вещь. Это, к сожалению, показывает, что вот такие режимы, как иранский,
могут существовать под санкциями довольно-таки долго. Сколько уже? Больше 78-й год или 79-й была вот эта исламская революция? Да, стражей? 78-й, да. Ну, то есть вот, это уже 46-й год пошел режиму аятолл. Да. И да. ничего. Но это большая империя, конечно. Ну. Мы как бы забываем, что это не просто какая-то страна, это цивилизация, которая тысячу лет. Конечно, Люди там хитрые. Когда-то они были более успешными во время Шаха, конечно, который сумел это все там построить, конечно. Но тем не менее, людской-то ресурс не исчез. Люди там хитрые, как бы там у них достаточно там ума хватает там крутить там всеми, кому можно, поэтому, видишь, они и то сих пор там спокойно там рулят эти атоллы с этими ранами. Наладили эти шахеды. Да, я говорю, что в интеллектуальном плане там нету проблемы. Другое дело, что на что вы тратите свой как бы интеллектуальный потенциал, чтобы строить общество, что люди были довольны, что они жили богато, как бы, но вот у них нету такой цели. Нет. У Иосифа Виссарионовича тоже не было такой цели. Он тоже хотел воевать, захватить страны, там, что-то там крутить, но как бы о людях он не думал. Надо сказать, что здесь мы должны как бы быть как бы очень как бы понять это, как бы, что это не значит, что там эти самые люди, которые живут в Иране, довольны своей жизнью. Они очень недовольны. Нет, и это очень видно по недовольны. прошлогодним протестам и потом казням после этих протестов. Да, они очень это недовольны. Да, поэтому как бы сколько там этот режим удержится, скажем, после Путина, скажем, который активно их помогает, конечно. И, конечно, конечно, Китай им помогает. Мы же это понимаем, откуда там вообще они могут жить, конечно. Но что с ними будет, будет как бы видно. Главное здесь, конечно, то, что Иран является главным, конечно, оппонентом Израиля. Да. От них исходит опасность, и вот в том числе с этими Хамасами, которые крутит и Путин, мы эту опасность и видели. Что, и видите, это не опасность для Израиля только. Нет, И это опасность для всего мира, потому что эти террористы могут появиться у вас не только там от сектора Газа в Израиль, но они могут появиться там в европейских столицах или в Америке. Конечно. Там, поэтому это все опасно, и нам как бы не надо там критиковать Израиль, что он ликвидирует эту террористическую угрозу, которая оттуда исходит. Да, разумеется, я считаю, что нужно поддержать Израиль в его начинаниях, потому что действительно терроризм не должен распростирать свои крылья над планетой, и было бы очень плохо попустительствовать вот этому инфантильному желанию оправдывать цели и средства, которыми действует Израиль, потому что вот эта старая советская агитка, начиная с, даже не с дела врачей, начиная с неожиданной победы Израиля в шестидневной войне, когда журнал «Крокодил» выпускает обложку с Моше Даяном в гитлер-югентовской форме и подпись «Моше Адольфович Даян». Да. И с тех пор израильская военщина, ястреби Тель-Авива, дышащие в кислородной подушке Вашингтона. И тогда устанавливается такой полуофициальный государственный антисемитизм. И вот это все расползлось по левым кругам в Европе с подачи советского информбюро, как страшная зараза, которая до сих пор владеет некоторыми интеллектуалами, там, от Роджера Уотерса до Илона Маска. Хотя последнего я бы к интеллектуалам не относил, ввиду его некоторых заявлений, но тем не менее. Все-таки медийное лицо, которое является властителем дум. Да, что делать? Изменилась демография в многих европейских странах и Соединенных Штатах Америки. Конечно. Мы не должны это забыть. Это реальная почва для политиков. Они хотят, чтобы люди голосовали за них. Да. У них есть избиратели, и поэтому они апеллируют этим избирателям, их как бы чувствам, их пониманием, и поэтому мы имеем такую ситуацию. Посмотрим просто ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Долгое время все-таки еврейские избиратели поддерживали демократов. Конечно. Они были как бы люди, которые голосовали за демократическую партию. Но вот последнее, конечно, уже десятилетие мы видим, что
сами демократы выдвигали на ведущие политические позиции людей мусульманского происхождения. Но вы же понимаете, мы говорим там, что вот это, они мусульмане. На самом деле это просто такая вещь, что они не мусульмане, они представители интересов каких-то очень реакционных кругов мусульманского мира. Да. И, конечно, эти круги их финансировали. Политика — это дорогое удовольствие. Конечно. А им дали деньги, чтобы они выдвигались. Вот почему вы имеете очень радикальную позицию. Неразумную позицию, но радикальную позицию, которая гуляет теперь не только там в каких-то университетах, а демократической партии. Они навязывают вот это отношение к демократической партии. Конечно, но можно там смотреть просто эти социологические опросы, там, сколько там, какое там положение. Но там такая где-то положение, что там треть там поддерживает Израиль, треть поддерживает Палестину, а треть не определились, конечно. Так что мы можем определить эту ситуацию, что демократическая партия там явно уже не действует в этом вопросе как один механизм. Имеет это значение, скажем, американской внутренней политики? Имеет. Потому что если в некоторых таких штатах, как Флорида, позиция еврейства, еврейской диаспоры не консолидирована, демократы не могут выиграть выборы в этом штате, конкретно президентские выборы, я имею в виду. Это уже было в Флориде уже несколько раз, но есть и другие штаты, где еврейское происхождение люди все-таки имеют значительный процент электората, 8-10% электората это еврейское происхождение люди. И, конечно же, они могут менять свою позицию в связи с этим странной позицией демократической партии, событием нынешней ситуации, и могут голосовать уже за республиканцев. Так что нет, это все очень имеет значение. Да. И я бы здесь только еще фразу скажу, что, конечно, не должна быть наивность. Да. Это очень большой нарратив. Это Палестино-израильская, связь Америки и так далее. И Путин, и спецслужбы Российской Федерации очень серьезно этим занимались. Конечно. Многие десятки лет. И они продолжают этот яд капать везде, где можно. Куда-то тянутся. Не только в Америке, но и в Великобритании, других местах и так далее и тому подобное. Так что здесь это есть. И к сожалению, я бы сказал, что ответ на эти угрозы, которые были очевидны, был очень слабым со стороны Запада. Позволяли делать. Позволяли, как в свое время Андропов гонял этих активистов чтобы они выступали против военных баз в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, в советское время. Это такая же акция, и удачная акция. Удалось сыграть на антисемитизме, удалось сыграть на всех этих противоречиях, чтобы вредить и Америке, и Израилю и так далее. На Востоке всегда была война. Все мочили всех. Если долго нет войны, значит ее планируют. Пока не было еврейского государства, арабы мочили друг дружку. И когда оно появилось, они очень обрадовались. Собрались и пошли бить евреев. Но отгребли люлей. Потому что у евреев танки были американские, а у арабов советские. А советскими танками управлять могут только советские люди. В общем, получили палкой по шариату и решили поменять тактику. Занесли нефтяных денег в американские университеты и стали преподавать там истофобию. Специальная наука, как любить арабов и не любить евреев. В общем, стояла задача научить любить это. Гюльчатай, открой личико. Ой, блин! А что такое? В их культуре бить женщину это нормально. Ой, да идите вы в жопу. Научили на свою голову. Высшее образование. В мозгу у вас образование. Вы смотрите YouTube-передачу «Между народами», которая пытается проанализировать, почему дружба народов оборачивается враждой государств. И
важные, уходящие и не возвращающиеся вновь темы. Современность, которая однажды станет историей. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Будьте здоровы.